Всем большой привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить летнее легкое платье по выкройке сайта Wikisuse. Платье называется Челси. Ссылку на выкройку я, как всегда, оставлю внизу под видео. На мой взгляд, это довольно-таки такая популярная модель этого платья. Шьется тоже довольно-таки легко и просто. К выкройке прилагается тоже инструкция, по которой, я думаю, что даже новичок, в принципе, сможет шить такое платье для себя. И дальше в видео я покажу тоже, как я буду шить платье, сам процесс пошива. Значит, платье я буду шить из ткани. У меня эта ткань 100% вискоза. Также понадобится потайная молния. У меня молния длиной 50 сантиметров. Я уже подготовила все детали платья, выкроила все детали платья. Также продублировала детали обтачки и место продублировала там, где будет пришиваться молния. Теперь стачиваю выточки на детали спинки, скалываю булавками, сначала предварительно сметываю и затем стачиваю на швейной машине. Теперь буду стачивать деталь спинки, верхнюю деталь спинки и деталь юбки, получается, заднюю деталь юбки. Нижней части платья складываю тоже детали лицом к лицу, уравниваю срез, средний срез, получается, который идет на талии. Скалываю булавками и стачиваю на швейной машине. Стачиваю, получается, одну половину и точно так же складываю лицом к лицу деталь спинки и деталь юбки. И также стачиваю вторую половину задней части платья. Также необходимо на оверлоке обработать срез и обработать также средний срез, получается, два среза обработать на детали спинки, два средних среза, куда будет втачиваться молния. Теперь складываю лицом к лицу две задние половинки платья. Срез я уже обработала на оверлоке, как я уже сказала, и теперь скалываю булавками вдоль всего среза и стачиваю на швейной машине. Стачиваю до отметки, куда будет пришиваться молния. Теперь беру две детали лифа. Я уже предварительно обработала тоже срез, средний срез на оверлоке. Складываю две детали лицом к лицу и стачиваю по среднему срезу на швейной машине. Сверху отступаю 1 сантиметр и стачиваю вдоль вот этого короткого среза. После чего также необходимо разутюжить припуски в разные стороны. И прокладываю строчку внизу на детали лифа от одной отметки к другой. Прокладываю 2 строчки, не делая закрепок, для того, чтобы затем сделать сборку с одной и с другой стороны. Теперь также сразу стачиваю 2 детали рукава. Беру рукав, складываю лицом к лицу, уравниваю, получается, срез, скалываю булавками.
стачиваю на швейной машине и после чего также обрабатываю этот срез на оверлоке. Получается, стачиваю один и второй рукав. Сразу также стачиваю детали обтачки. Срезы обрабатываю тоже на оверлоке, их необходимо разутюжить. И также необходимо обработать на оверлоке внешний срез на детали обтачки и два коротких среза, которые будут пришиваться к детали спинки. Теперь делаю сборку на детали лифа, стягиваю на нитку, получается, с одной стороны и с другой. Там, где я прокладывала две параллельные строчки, стягиваю на нитку немножко, делаю сборку, затем скалываю булавками детали лифа и нижнюю деталь платья, переднюю деталь юбки. Скалываю булавками по отметкам и стачиваю, получается, верхнюю и нижнюю деталь на швейной машине. После чего необходимо также обработать срез на оверлоке и приутюжить. Теперь складываю две детали платья, переднюю и заднюю, лицом к лицу, уравниваю по плечевым срезам и стачиваю на швейной машине. Также уравниваю боковые срезы, скалываю булавками, стачиваю тоже на швейной машине, после чего обрабатываю плечевые срезы и боковые на оверлоке. И также необходимо приутюжить все швы. Теперь мне необходимо пришить молнию. Я ее предварительно приметаю и затем уже буду притачивать на швейной машине. Вот так у меня получилось. Молния у меня уже пришита. Теперь мне необходимо обработать горловину. Буду притачивать к горловине деталь обтачки. Прикалываю сначала обтачку вдоль коротких срезов, где я пришивала молнию с одной и с другой стороны. Прикалываю булавками и притачиваю на швейной машине. Затем прикалываю булавками обтачку по окружности всей горловины и притачиваю на швейной машине. Деталь обтачки я уже пришила. Сделала также посередине небольшую надсечку для того, чтобы вывернуть обтачку на изнаночную сторону посередине, где у меня идет вырез. Также подрезала припуск и сделала тоже надсечки в местах закругления, для того, чтобы аккуратно и красиво можно было вывернуть на изнаночную сторону деталь обтачки. Необходимо также приутюжить горловину и проложить отделочную строчку по всей окружности горловины, отступая где-то 1-2 мм от края.
Теперь сверху по окату рукава прокладываю 2 параллельные строчки для того, чтобы немножко стянуть рукав на нитку, сделать такую небольшую сборку, для того, чтобы удобнее было его пришить к пройме, припосадить, чтобы удобно было его к пройме платья. Также обрабатываю низ рукава московским швом. Рукава у меня уже готовы, и теперь я буду пришивать их к самому платью. Прикалываю рукав к пройме сначала по отметкам, также совмещаю шов и притачиваю рукав на швейной машине. Затем обрабатываю также срез на оверлоке, и необходимо тоже приутюжить все швы. Платье у меня уже практически готово. Мне осталось только обработать низ на платье. Буду обрабатывать так же, как и на рукавах, московским швом. Прокладываю строчку по низу платья, по всей окружности. Прокладываю на ширину лапки. Затем подгибаю вот этот припуск вовнутрь и приутюжу. Затем подшиваю на швейной машине. Получается, прокладываю строчку, отступая от края где-то 2-3 миллиметра. И прокладываю строчку, получается, подшиваю вовнутрь вот этот припуск. Затем необходимо подрезать его. И еще раз заворачиваю вовнутрь и прокладываю строчку уже стараюсь прокладывать также строчку по этой же строчке. И еще раз подшиваю, получается, вовнутрь. Подгибаю и еще раз подшиваю. Затем необходимо также приутюжить шов, сам низ платья. Вот так вот у меня получилось. Платье у меня уже готово. Я его также уже отутюжила. Вот такое красивое летнее платье. Шьется довольно-таки просто, как я уже сказала, быстро. И я думаю, что в любом случае такое летнее платье всегда можно найти, куда надеть на такие жаркие летние дни. Я думаю, отличный вариант, поэтому шейте, не бойтесь. Я надеюсь, что это видео было вам также полезным. Если это так, не забудьте поставить палец вверх. Буду вам очень благодарна. Также подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Будут вопросы, пишите. На этом, в принципе, все. Я хочу с вами попрощаться. Всем пока.